Цена биткоина продолжает ломать исторический тренд, ведь сентябрь, который за последние 11 лет считался самым негативным месяцем, наоборот становится самым положительным, поскольку биткоин зафиксировал рост более чем на 10% и пробил локальный максимум на уровне 66 тысяч долларов. Конечно же, главной причиной такой резкой смены настроений на крипторынке стало первое понижение процентной ставки ФРС 18 сентября, которое мы ждали более 4 лет, а также недавний отчет по инфляции, который показал резкое падение до самого низкого уровня, начиная с 2021 года. За счет этого вы могли видеть огромное количество новостей с прогнозом роста биткоина до 70 тысяч долларов. Ведь уже буквально завтра начинается самый лучший месяц для крипторынка октябрь. Как показывают исторические данные, это лучшее время для биткоина, из-за чего инвесторы называют этот месяц октобр. При этом в ближайшие 7 дней нас ждут множество различных экономических отчетов США, от которых будет зависеть его дальнейшая цена. И именно об этих отчетах, а также о других важных событиях предстоящей недели мы поговорим сегодня в ролике. Таким образом, вы узнаете, в какие дни ожидается активное движение биткоина, зачем американские фонды скупают биткоин на миллиарды долларов, как стимулирование китайской экономики отразится на крипторынке, будет ли масштабный откат цены биткоина перед пробоем 70 тысяч долларов, а также мы подведем итоги самого ожидаемого airdropа этого года Hamster Combat, ведь несмотря на провальный листинг и обвал цены, разработчики предоставили дорожную карту на 2025 год и обещают проводить прямой выкуп монет, чтобы повышать их цену. Ну а в конце ролика мы проведем анализ биткоина на эту неделю, чтобы понимать, что нас ждет дальше. Резкий рост до 70 тысяч или повторная коррекция до уровня поддержки 60 тысяч долларов. Перед просмотром обязательно поставьте лайк, ведь чем быстрее мы наберем 1500 лайков, тем раньше мы выпустим полноценный прогноз биткоина на октябрь и весь четвертый квартал, поскольку текущие данные уже сигнализируют, что предстоящие 3 месяца могут стать самыми прибыльными для его цены за весь этот год. Так что за лайки вам заранее спасибо. Всем приятного просмотра. Вы на канале Coin22. С вами Влад. Мы начинаем. Итак, дорогие друзья, для начала давайте пройдемся по тем ключевым факторам, которые вызвали рост биткоина выше 66 тысяч долларов, что положительно повлияло на весь крипторынок на прошлой неделе. И главным таким фактором стали фонды, которые всего за 5 дней скупили биткоин на сумму более 1 миллиарда долларов, из которых почти полмиллиарда были отправлены в ETF только в пятницу. Об этом мы, конечно же, раньше всех писали в нашем утреннем дайджесте на выходных в телеграм-канале и сообщили вам, что фонды массово скупают биткоин. Такие актуальные важные новости публикуются ежедневно, и уже завтра, 1 числа, вас будет ждать календарь главных событий октября, который будет оказывать влияние на криптовалюту. Поэтому, чтобы его сохранить и заранее быть готовым к движению рынка, обязательно подпишитесь прямо сейчас. Как вы поняли, за прошлую неделю фонды во главе с BlackRock отправили в биткоин ETF 1,1 миллиард долларов, что по сути стало самым большим притоком капитала, начиная с июня. А поскольку спотовый ETF устроены таким образом, что фондам необходимо покупать биткоин во время притока капитала, его цена отреагировала ростом и пробила месячный максимум выше уровня 66 тысяч долларов. Но теперь логичный вопрос, почему они не покупали биткоин раньше? На самом деле покупали, и как вы видите, приток капитала начался еще после 18 сентября, поскольку именно в этот день ФРС сделала первое понижение процентной ставки. И как я вам говорил вот в этом видео, все пошло по классическому сценарию. Ставку понизили, индекс доллара упал, а ликвидность, которая начала поступать из облигаций, постепенно перетекла в рискованные активы, и как результат индекс S&P 500 пробил новый исторический максимум, а биткоин успел восстановиться более чем на 10%. Но если вы обратите внимание, то заметите, что локальный максимум был пробит в пятницу, и этому также есть объяснение, потому что 27 числа опубликовали ценовой индекс расходов США. Это самый любимый инфляционный отчет ФРС и Джерома Пауэлла, и на него обращают особое внимание перед тем, как принимать решение по процентной ставке. Так вот, данные по расходам на личное потребление за август снизились в прошлом месяце более резко, чем ожидалось, до 2,2%, хотя прогнозы были 2,5%. Это самый низкий уровень с 2021 года, за счет чего ФРС продолжит снижать ставку в ноябре и декабре, и вы сами видите, как это влияет на биткоин. Один из главных аналитиков фирмы 21 Shares заявил, что такая благоприятная среда вероятно укрепит рискованные активы, такие как биткоин, повысив доверие инвесторов и подготовив почву для потенциального повторного тестирования
финансирования диапазона от 68 до 70 тысяч долларов. Но учитывая, что сейчас биткоин зависит от экономических данных и копирует движение акций золота, то эта неделя будет очень важной для его цены, ведь нас ждут много данных по рынку труда. После заседания ФРС Павел четко сказал, что теперь ФРС больше смотрит даже не на инфляцию, а на рынок труда. Все начнется со 2 октября, когда опубликуют изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Биткоин негативно отреагировал на прошлый отчет 5 сентября, поскольку данные были значительно ниже прогноза, но сейчас ожидается восстановление. И если данные будут соответствовать прогнозам, то это станет хорошим катализатором. Далее 3 октября нас ждут заявки на пособие по безработице. Прогнозирую, что они будут выше прошлого показателя. И если реальные цифры совпадут с прогнозом, мы также увидим положительный эффект на рынке. Ну а финальную точку поставит отчет по безработице, который будет в пятницу, 4 числа. Сейчас нам уже не нужен такой активный рост безработицы, как это было в начале и середине года, поскольку ФРС уже начала снижать ставки. И теперь Пауэллу нужно, чтобы безработица стабилизировалась на одном уровне. Ведь в сочетании со снижением инфляции, судя по последним данным по ИПЦ и ценовому индексу, это позволит продолжить смягчение денежно-кредитной политики. При этом сегодня, в день публикации видео, пройдет выступление Джерома Пауэлла с комментариями рынка труда, а также инфляции. Так что обязательно обведите эти даты у себя в календаре, потому что сейчас биткоин зависит от фондов, а они в свою очередь изучают экономические отчеты перед тем, как его покупать. Вообще, согласно отчету, за несколько недель после заседания ФРС было выпущено стейблкоинов на сумму около 10 миллиардов долларов. Вливание этой ликвидности в криптовалютный рынок оказало сильное влияние, поскольку стейблкоины являются фундаментальным активом, который трейдеры и инвесторы используют для покупки биткоина и других монет. Сейчас общая стоимость выпущенных стейблкоинов превышает 160 миллиардов долларов, причем большая часть из них связана с монетой Circle USDC, а после отчетов на этой неделе ликвидность, вероятно, повысится еще больше, из-за чего сейчас самое подходящее время не только для покупки разных монет, но и для открытия сделок на фьючерсном рынке. Именно поэтому аналитики нашей подписки Coin22 Pro начинают подготавливать для вас лучшие точки входа на биткоин и многие альткоины на эту неделю, чтобы вы могли заработать как участники Pro. Например, на недавней шорт-сделке по Link от 70% профита, от 85% прибыли на росте UP, от 75% на лонгах SUI и на многих других позициях, потому что все уровни для открытия сделок предоставляются заранее. Но что самое главное, все новички не только получают пошаговое обучение, где на практике в сопровождении со специалистами вы научитесь торговать по специальным стратегиям, а также вы сможете самостоятельно анализировать рынок, и дополнительно у вас будет поддержка 24/7. А чтобы зарабатывать полностью на пассивной основе, наши эксперты соберут для вас прибыльный спотовый портфель. Поэтому если вы желаете зарабатывать на текущем движении криптовалюты, все, что вам нужно сделать, это перейти по ссылке в описании, написать в нашу поддержку и присоединиться к подписке Pro. Но кроме экономики США, положительное влияние на биткоин уже начинает оказывать Китай, который кроме стимулирования своей экономики приступает к изучению криптовалюты на фоне роста ETF в США. Давайте начнем с первого. Вы наверняка слышали, что на прошлой неделе во вторник Центральный банк Китая предоставил масштабный пакет мер, направленных на оживление ослабшей экономики страны. Глава Народного банка Китая объявил о планах по снижению стоимости заимствований и предоставлению банкам возможности увеличить объемы кредитований. Это было сделано после того, как серия слабых данных в последние месяцы усилила ожидание того, что вторая по величине экономика мира не достигнет своего целевого показателя роста в 5% в этом году. И после заявления главы НБК фондовые рынки Азии подскочили вверх. Первоначально размер резерва будет снижен на 0,5%, что, как ожидается, позволит освободить около 1 триллиона юаней, а это 142 миллиарда долларов. Эти меры, направленные на стимулирование пострадавшего от кризиса рынка недвижимости Китая, включая снижение процентных ставок по ипотечным кредитам и снижение минимального первоначального взноса по всем типам жилья до 15%. Но что это значит для крипты? Аналитики QCP Capital прогнозируют, что эти меры стимулирования со стороны Китая создадут более благоприятную среду для рискованных активов, включая криптовалюту. В отчете 10x Research также подчеркивается влияние недавно объявленных Китаем мер на траекторию цены биткоина, как это было в 2014 году. Аналитики фирмы написали, китайский план
стимулирования экономики на сумму 278 миллиардов долларов может спровоцировать параболический рост криптовалюты, вызванный ростом глобальной ликвидности. Также в отчете подсчитано, что китайские криптоброкеры получили более 40 миллиардов долларов только за первую половину года, причем 55% объема пришлось на транзакции на сумму более 1 миллиона долларов. Конечно, вы можете подумать о том, каким образом Китай стимулирует рост биткоина, если в стране он запрещен. Но ранее я вам уже рассказывал, что китайцы активно скупают биткоин, несмотря на его запреты. Причем китайские инвесторы используют его в качестве защитного актива. Ведь вы только посмотрите, что происходит с китайским юанем, начиная с 2013 года. Валюта стабильно обесценивается, что особо заметно в последние пару лет. Именно поэтому китайцам выгоднее держать деньги в биткоине, чем в собственной валюте. Но Китай внимательно наблюдает за своим главным западным конкурентом США. И на недавнем форуме главных экономистов Пекина бывший министр финансов Китая призвал внимательно изучить достижения в области криптовалюты, указав на большие изменения в политике США, намекая на одобрение спотовых ETF. Бывший Минфин призвал китайских политиков обратить пристальное внимание на эти международные изменения в восприятии криптоактивов, и он подчеркнул важность изучения рисков и инноваций цифровой экономики, особенно во время принятия криптовалюты на финансовых рынках США. А еще, несмотря на полный запрет на майнинг и торговлю биткоином в стране, который вступил в силу в 2021 году, Китай контролирует более 55% майнинга. Таким образом, ликвидность Китая может стать еще одним из факторов роста до конца этого года. Ведь сегодня я уже несколько раз говорил о том, что низкие ставки и вливание ликвидности в экономику, как, например, со стороны Китая, является положительным катализатором для рискованных активов. Поэтому мы будем следить не только за отчетами США, но еще понаблюдаем за развитием событий в экономике Поднебесной. Но если отойти от экономических событий, то в криптоиндустрии продолжают обсуждать недавний airdrop Hamster Combat, который оказался провалом года. Но может быть новая дорожная карта на 2025 год или поддержка от Binance, на которую сейчас приходится 18% эмиссии, окажут положительное влияние на цену хомяка. На самом деле, если вы смотрели серию из вот этих роликов, то вы должны были заранее знать о судьбе хомяка после листинга. Ведь в последнем из них я вам даже четко назвал стартовую цену. Hamster Combat это был не только самый ожидаемый airdrop этого года, но и самый проблемный. Все началось с раздачи минимального количества монет, даже самым активным пользователям. А поскольку многие уделяли этой таблоке время на протяжении 6 месяцев, конечно же все были разочарованы, когда по итогу получили 5, 10, в лучшем случае 50 долларов. И те, кто столкнулся с низкими выплатами, вообще не могут продать токены. Дело в том, что на многих биржах есть ограничения на открытие ордеров. Например, Binance допускает операции только от 5 долларов, поэтому игроки, чья награда оказалась меньше, не могут продать свои монеты. Также на фоне запуска торгов Hamster Combat команда Ton объявила о перегрузке сети, которая стала причиной сбоя в работе кошелька Telegram. На фоне перегрузки кошелька многие игроки не смогли получить доступ к своим монетам, но еще до того, как многие столкнулись с этими проблемами, мы о них предупреждали еще до листинга. Ну а тем, кому все-таки удалось отправить монеты на бирже, сразу их продали, из-за чего цена упала на 60% и сейчас составляет менее 1 цента. Но если хоть какие-то шансы на рост, скажу сразу, что на долгосрочный рост, конечно же, нет. И максимум, что мы сможем увидеть, это манипуляционные скачки вверх, не более того. Дорожная карта на 2025 год, как и все, что связано с хомяком, не имеет никакой конкретики. И вы сами понимаете, что теперь доверие пользователей, которые получили пару долларов, уничтожено полностью, из-за чего новым обещаниям хомяка уже никто не верит. Хотя разработчики сообщили, что они готовы выкупать токены на деньги с рекламы, чтобы повышать их цену. Но я думаю, вы и так понимаете, для чего это делается. Те, у кого сейчас получается продавать монеты, они продают. Ведь, как я вам говорил во всех наших роликах про хомяка, листинг станет финальной точкой для этого проекта. Поэтому не стоит надеяться и верить обещаниям разработчиков. Ведь даже Notcoin, который на последних спекуляциях поднялся вверх, все равно остается в нисходящем тренде и стабильно падает вниз. Лучше потратьте свое время на анализ перспективных альтов, которые мы разбирали в последнем топе. Ну или продолжайте накапливать биткоин перед началом 4-го квартала. Ведь сейчас многие данные указывают на его рост до 70 тысяч долларов. Как вы можете заметить, после снижения ставки настроения на рынке очень быстро изменились. Ведь индекс страха и жадности возвращается в диапазон жадности. Большая часть августа прошла в состоянии страха. При этом самый низкий балл за год на уровне 17 был 6 августа, когда биткоин пробил 53 тысячи. Но в последний раз индекс превышал 64 балла, когда биткоин торговался на уровне 66 тысяч долларов. Аналитик фирмы 10x Research Маркус Тиллен заявил, что в 4-м квартале может произойти рост
рост криптовалют, поскольку возвращение биткоина выше уровня 65 тысяч долларов может вызвать на рынке эффект ФОМа. Если брать базовый прогноз биткоина на эту неделю, то он напрямую будет зависеть от тех отчетов, которые мы сегодня разобрали. Его цена пробила ключевой уровень 65 тысяч. Тем не менее, биткоин все равно остается под давлением нисходящей линии тренда, что может привести к локальному откату, прежде чем мы увидим рост до уровня 70 тысяч долларов. Основной сценарий заключается в том, что биткоин продолжит консолидироваться вот в этом диапазоне на этой неделе. И если уровень 65 тысяч долларов останется в качестве поддержки, то это станет первым сигналом на продолжение роста на протяжении всего октября и четвертого квартала. Таким образом, я не буду упускать возможность дополнительной покупки, ведь, как я вам говорил в прошлых роликах, биткоин готовится к предстоящему росту, который исторически наблюдался в четвертом квартале года, особенно после положительного сентября. Конечно, сегодня мы больше уделили время итогам прошлой недели и обсудили важные события следующих 7 дней, но напоминаю вам, что большой биткоин-прогноз на октябрь и на четвертый квартал мы сделаем уже в новом ролике, так что ставьте лайки, в комментариях пишите ваши прогнозы на октябрь, не забывайте подписываться на Telegram, где мы завтра выложим календарь важных событий на месяц. Ну а с вами мы увидимся уже в новом видео, поэтому всем спасибо за просмотр, вам желаю удачи, до скорых встреч!